Всем привет! Пришел Петрович посмотреть, что мы будем вязать. Как всегда. Вязать мы будем брошь в стиле фриформ. Петрович, не мешай. В форме ракушки на основе блок-столбиков. Для этого нам понадобится крючок номер 3,75, номер 3, номер 2,75, также крючок номер 1 мм для того, чтобы прятать хвостики нитей. Помимо всего прочего, нам понадобится наша пряжа разных вариантов. Во фриформе часто используют остатки нитей. Например, пряжа Yarn Art Jeans. Я буду вязать в 2 ниточки. Любой хлопок, типа фиалки, тот же самый остаточки Yarn Art на основу, плюс нам нужны будут, конечно же, резачок, чтобы отрезать хвостики нитей, основа для металлическая основа для заколки, трикотажная игла, клей для того, чтобы прятать и фиксировать хвостики нитей, портновские булавки для фиксации наших краев деталей. И мы начинаем с первой части, мы начинаем вязать основу для создания нашей броши. Итак, мы начинаем вязать основу для лицевой части нашей броши. Для этого нам понадобится ниточка в одну нить, остатки Yarn Art Jeans и крючок номер 3 мм. Итак, начинаем. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Замыкаем их в кольцо. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема и вяжем 8 столбиков без накида сквозь кольцо. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так, смотрим, что получается, и сдвигаем наши столбики направо по ходу движения. Точнее, наоборот, против движения. У нас осталось место как раз еще для 2 столбиков. Итак, и вяжем еще 2 столбика без накида. Первый и второй. Так, делаем слепую соединительную петлю за заднюю полупетлю столбика с накидом. У нас получилась вот такая деталь. Сейчас мы будем использовать дальние полупетли в каждом столбике с одним накидом. Итак, в первой вся основа будет состоять из столбиков разной высоты. В итоге мы должны получить асимметричную деталь. Для этого в первый столбик мы провязываем 2 столбика без накида за дальнюю полупетлю. Первый, второй. Во второй столбик без накида повторяем также 2 столбика без накида. В третий столбик без накида мы вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с одним накидом. В четвертый, Петрович, бери хвост. В четвертый СБН столбик без накида мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Так, красавец мой. Да, все вот. Первый и второй столбик с одним накидом за дальнюю полупетлю. В пятом столбике мы продолжаем увеличивать. Так, Петрович, ниточку отдай. В пятом столбике мы продолжаем увеличивать нашу высоту наших столбиков и используем так называемый полуторный столбик. То есть мы вяжем еще первый столбик с одним накидом, а второй будет выше. Да?
мы делаем 2 накида на крючок, входим в то же основание. Первый накид провязываем, как обычно, и у нас на крючке остается рабочая петля и накид. Делаем накид и провязываем все, что есть, за один прием. Это полуторный столбик. В 6-й столбик без накида мы будем провязывать 2 столбика с 2 накидами за дальнюю полупетлю. Итак, 2 накида на крючок. Петрович. Первый и второй. Так, в 7-й столбик без накида мы будем провязывать столбик с 3 накидами. Первый. И столбик с 2 накидами, он будет вторым, в то же основание. Так, зверь пушистый. Угу. Дальше мы сейчас будем уменьшать высоту наших столбиков. Для этого мы вяжем 1 столбик с 2 накидами, как обычно. Второй столбик у нас будет с 1 накидом. Так, в 9-й мы вяжем столбик с 1 накидом, полустолбик, заканчиваем столбиком без накида, соединительным и еще одним соединительным в первый столбик. Сделали? Петрович играется уже с бусинами. Итак, выполняем последнюю петлю и отрезаем нашу нить. У нас получилась вот такая асимметричная деталь с двух сторон, то есть она не круглой формы, и у нее свободны передние полупетли, которые нам понадобятся в будущем. Итак, крючком меньшего размера прячем наши хвостики в заготовке. У всех свой способ. Мне удобно прятать вот так, в тело столбиков по периметру. Сюда. А в кольце прячем под тела столбиков внутрь, также крючком меньшего размера. Многие держат крючок как спицу, когда прячут хвостики. Весьма удобно. Угу. Так, сейчас мы отрезаем наши хвостики. Убираем. Убираем. Еще раз, у нас получилась вот такая красивая асимметричная деталь. Дальше мы начинаем вязать центральную часть, вот эту вот часть нашей ракушечки. Для этого нам понадобится пряжа другого контрастного цвета, в данном случае это такой вишневый оттенок. Вязать буду в 2 ниточки, для того, чтобы блок-столбик имел форму, объем. Ну и пряжа хороша тем, что она не скатывается. Опять же, берем нашу асимметричную деталь, так, под первую свободную полупетлю прикрепляем наши 2 ниточки обычным совершенно узелочком. Так, обычно затянули, все. Дальше нам понадобится крючок номер 3,75, либо крючок номер 4.
Мы будем использовать одно и то же основание, в каждое будет входить по 2 вида столбиков. Чтобы нам было удобно вязать и работать с этой деталью, мы будем ее отгибать так, чтобы полупетли были свободны. Для этого мы отгибаем деталь основы и входим первым закрепляющим столбиком. Набрали, закрыли. Туда же входим и делаем один столбик без накида. Во вторую свободную полупетлю слева мы делаем столбик без накида и полустолбик. Дальше до конца, да, то есть по всему внутреннему периметру мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Отогнули деталь, зашли под перемычечку, под нашу свободную нить и вяжем первый столбик с одним накидом и второй. То же самое. В соседнюю свободную слева полупетлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Мы закончили и выполняем. Ну, давайте попробуем возьмем вот сюда под первую полупетлю. Мы заходим, нить отгибаем по ходу движения первую, прижимаем и провязываем соединительный столбик. Соединительный столбик и вводим крючок под 2 верхние полупетли бежевого круга. Тоже соединяем. Угу. У нас получилась вот такая вот двухсторонняя деталь. То есть это наша лицевая часть, это наша заготовочка, которая будет нам помогать. Что мы делаем дальше? Дальше мы продолжим вязание по периметру, так, чтобы получилась ракушка. Во фриформе, то есть кто-то говорит, что нет правил, кто-то говорит, что вяжем как хотим, мы будем вязать методом подбора. То есть в среднем нам понадобится около 10 вот петель этой стороны. То есть нам где-то вот здесь нужно будет закончить. Итак, мы переходим к технике блок столбиков, которая используется во фриформе. В бежевой асимметричной детали мы будем использовать вот эти 2 верхние полупетли. Итак, вяжем первый блок столбик. Что мы делаем? Мы делаем первый столбик без накида. Вводим крючок за тело, то есть вот сюда. Делаем, захватываем нить, у нас накид на крючке. Еще раз. Первый и заходим внутрь, захватываем нить, второй. Теперь мы вводим крючок в соседний слева, под 2 верхние полупетли слева. Так, зашли, выровняли. Здесь очень важны вот такие поступательные движения, чтобы ниточки, которые у нас набраны на крючке, выравнивались. Поэтому делаем еще один накид, переставляем большой палец к основанию, да, крючок поворачиваем головкой вниз и спокойно проходим сквозь все протяжечки. Делаем накид и протягиваем ниточку в петельку. У нас получилось, вот тут не очень хорошо видно, но это такая ниточка, она называется боковая протяжка. Чтобы наша деталь была красивой формы и с двух сторон, двухсторонней, мы будем использовать вот эту протяжку при вязании следующего блок столбика. Для второго блок столбика мы делаем накид и под соседние 2 полупетли слева
заходим и провязываем обычный полустолбик. Теперь что мы делаем? Мы делаем накид на крючок, заходим за боковую протяжку и под тело полустолбика, захватываем нить и поднимаем на крючок. То есть действие это один навив. Делаем накид, нырнули, захватили нить, вынырнули, 2. Обязательно выравниваем. Накид, нырнули, вынырнули. У нас получается 3 накида на крючке. Сейчас мы заходим в соседние слева 2 полупетли, захватываем нить, выравниваем, делаем накид и протягиваем крючок головкой вниз. Так. Поднимаем нашу ниточку и завершаем протяжку. У нас получилось 2 блок-столбика. Дальше мы делаем накид, вводим крючок под 2 полупетли столбика слева и провязываем обычный стандартный столбик с одним накидом. Вот тут хорошо видно тело столбика и вот эта боковая протяжка, которую мы будем использовать. Опять делаем накид на крючок, ныряем под протяжку и тело столбика, захватываем нить. Это 1 навив. Опять накид, нырнули, захватили, вынырнули, 2. Обязательно считаем. Накид, нырнули, захватили, вынырнули, 3. Накид, нырнули, захватили, вынырнули нить. Это 4. Такое движение, да? То есть мы выравниваем наши навивы на столбике, делаем накид. Заходим в соседний столбик слева, захватываем ниточки, да, чтобы они не путались таким способом. Делаем накид на крючок и протягиваем головкой вниз через все. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. У нас начинает получаться наша ракушечка. Что мы делаем дальше? Это у нас 1, 2, 3. 4 блок столбик мы будем вязать также с увеличением высоты. Для этого мы опять используем полуторный столбик. Мы делаем 2 накида на крючок, вводим по 2 полупетли, вытягиваем первый накид на высоту 7-8 мм, но это классика, и провязываем первый накид, как обычно. У нас на крючке осталась рабочая петля и накид. Делаем накид и провязываем все, что есть, за один прием. Это получился полуторный столбик. Он выше, чем столбик с одним накидом. И опять выполняем наш блок столбик. То есть сделали накид, нырнули под протяжку и тело столбика, захватили нить, вынырнули, 1, 2, 3, 4, ну пусть будет 5. Выровняли, да, прижали средним пальцем, нырнули под 2 полупетли слева, захватили нить, накид и протягиваем все через все протяжечки на крючке. Подтянули нить, да, фиксируем нашу протяжку, смотрим, как у нас тут дела. Дальше делаем 2 накида на крючок и входим в соседний полупетли слева столбика. Делаем накид, провязываем обычный столбик с 2 накидами. То же самое делаем накид на крючок, ныряем под протяжку, вот, чтобы было свободно видно, под протяжку, и считаем наши накиды: 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим, как она себя ведет. Пусть будет еще 6. Угу. Вводим крючок в соседние слева, по 2 полупетли соседние слева, достаем ниточку, петля, накид и протягиваем через все одним движением. Так, смотрим, что у нас получается. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 блок столбик. Так, что мы будем делать дальше?
Чтобы сразу не переходить к столбику с 3 накидами, мы опять будем делать столбик полуторный, то есть столбик с 2,5 накидами. Для этого делаем 3 накида на крючок, вводим крючок под 2 полупетли, захватываем нить и провязываем первый накид и второй, как обычно. У нас на крючке осталась рабочая петля и накид, и все вместе провязали. Теперь под нашу протяжку и тело столбика из 2,5 накидами мы делаем 7 навивов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Обязательно выравнивайте на крючочке. Так, ныряем в соседний слева под 2 полупетли, делаем накид на крючок, поднимаем. На крючке рабочая петля, навивы и петелька в основании. Делаем накид и головкой вниз по пальцу проезжаете по грани, никуда не крутите, вытягиваете. У нас получился вот такой 7-й столбик. Итак, 7-й блок столбик. Для него мы будем использовать также полуторный вид столбиков, то есть столбик из 3,5 накидов. Мы делаем 4 накида на крючок. То есть входим под 2 полупетли, захватываем нить, провязываем первый накид, второй, третий. На крючке осталась рабочая петля и накид. Делаем накид, провязываем все за один прием. Дальше будем делать наши навивы. Для этого выполняем, смотрим, делаем накид, первый навив, второй, третий, четвертый, пятый, пятый, пододвинули, шестой, седьмой, ну, пусть их будет 7. Заходим по 2 полупетли слева, захватываем нить, накид и головка вниз, фиксируя большим и указательным сквозь все протяжечки. Прошли. Подтягиваем, смотрим, что у нас получается. Когда идет вот такое, когда себя ведет вот так вот наше полотно, это называется фалдит. То есть так как края поднимаются, мы сейчас будем использовать маленькие хитрости. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы наша ракушка получилась, да, то есть у нас осталось буквально там свободными пара-тройка петель. Для этого мы будем использовать. Для 8-го блок столбика мы сделаем столбик с 4 накидами. То есть что мы делаем? 1, 2, 3, 4. Первый, второй, третий, четвертый. Провязали. Используя нашу боковую протяжку, обязательно, чтобы деталь была двухсторонней, делаем наши навивы. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, давайте сделаем еще 9. Подровняли. Заходим в полустолбик под 2 полупетли слева. Захватываем ниточку на крючок. Угу.
накид и крючок головкой вниз протаскиваем сквозь все. Так, подтягиваем. Итак, 9 блок столбик мы выполняем. Нам нужно сделать столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. Мы его сейчас провязываем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, выполняем наши навивы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, что у нас тут торчит? Восьмой, девятый, ну, пусть будет 10. Угу. Ныряем в соседнюю, под соседние 2 полупетли, захватываем нить. Так, не буянь. И протягиваем нашу ниточку. Подхватываем 2 полупетли. Смотрим, какой формы наша ракушечка. Так, здесь у нас рюша. Немного фалдит. И для того, чтобы вот наша форма ракушки была, скажем так, полноценной, нам не хватает буквально еще одного полустолбика. Мы сейчас немножечко схитрим. Мы сделаем столбик из, ну, допустим, 6 или 7 накидов и введем его в то же основание. То есть мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В то же основание, где мы закончили наш блок столбик. Зашли, опять провязали столбик с 7 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. Делаем навивы, зашли, выполнили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 10, 11, 12, ну, пусть будет 13, там еще место есть. Угу. Вводим крючок под 2 соседние полупетли столбика слева. Вводим, зашли, захватили. Тут большое усилие. Угу. Сделали накид, прижали головкой вниз по пальцу сквозь все протяжечки. Медленно, медленно протягиваем. Угу. Протягиваем наш столбик, смотрим. Угу. Так, подтягиваем нашу ниточку. Нашу протяжечку. Дальше, чтобы у нас была красивая лицевая часть, мы делаем под протяжку. Да, зашли, одну воздушную петлю. И под протяжку мы вяжем примерно, так, меняем крючочек на номер 3. Да, и под нашу протяжку мы будем вязать
примерно 8-10 столбиков без накида. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, мы их чуть-чуть все держим притяжку, пододвинули. И выполняем еще примерно первый, второй, третий, четвертый, четвертый. А дальше мы присоединяем и максимально красиво используем нашу красивую ракушку. Чуть фалдит, но мы ее подправим. Итак, столбик без накида вот сюда под основу. Да? Зашли. Столбик без накида. И вот сюда под тело столбика. Там полустолбик как раз был. Под тело полустолбика нырнули, захватили и провязали соединительный столбик. Закрыли. Закрыли. Вот сюда еще под полупетли можно вот сюда зайти, подтянуть. Все, второй соединительный. И отрезаем нашу ниточку. Так. У нас получилась наша ракушечка, да? Такой формы, как всегда, есть наши, это не наши блок-столбики, а за счет вот этого расстояния они одинаковые и с правой, и с изнаночной стороны. Подкладываем. Итак, сейчас мы прячем хвостики, как обычно, крючком меньшего размера, и можно использовать вот такой текстильный клей для фиксации кончиков. Я им пользуюсь несколько лет, но мне удобно. Так, у нас получается вот такая вот лицевая деталь, да? Но кое-чего не хватает. Мы берем нить контрастного цвета, в данном случае это будет хлопок, это фиалка. И мы сейчас будем обвязывать нашу ракушечку, заниматься украшательством. Так, берем крючок 2,75. Итак, мы присоединяем нашу нить под полупетли нашего внутреннего цветочка, под самый-самый первый центр. Захватили. Опять же, обычный узелок. Да? Завязали.
берем крючочек 2,75 и вяжем закрепительный столбик и второй столбик без накида в то же основание. Первый, теперь второй, то есть в вершину под 2 полупетли мы вяжем по 2 столбика без накида в каждую вершину по всему внутреннему кольцу. Убираем хвостик. Пока не нужен. Первый, второй. Так, выполняем один соединительный столбик. Давайте-ка пойдем. Давайте нырнем вот сюда. Раз. И под вершину нашу вот это, подтянуть детальку, чтобы она была примерно вот такой. Нет, не так. Сделали сюда. Эту ниточку мы спрячем. Сделали полустолбик. И теперь мы будем вязать по всему периметру, то есть по всем вершинкам, чтобы вернуться вот сюда. А ритм вязания будет следующим. То есть вот сюда еще можно войти соединительный, ну, даже подняться за счет столбика без накида. Первым, вторым. Да. Итак, тебя мы спрячем. Заходим в вершину, между блок столбиками мы будем делать 1 столбик без накида. В вершину блок столбика мы будем делать 2 и 2 столбика без накида. У нас есть свободные полупетли, да? Но вот сюда мы сделаем, подтянуть, первый и второй, да? Первый, второй, между ними сюда ныряем, да? 1 столбик. У нас есть под вот эту часть, под 2 полупетли, мы входим первый, в то же основание, второй столбик без накида. Во вторую часть вершины блок столбика опять у нас есть вот эти 2 полупетли свободные. Первый, второй. Да? Следите, чтобы рабочая петля скользила по крючку, но сильно не увеличивалась. Так, между ними. И вот в таком ритме мы двигаемся по всему периметру до начала. И вот сюда свяжем первый, второй. Так как он у нас вроде как делает какой-то уголок, добавим еще 1. Пусть будет 3. И дальше продолжаем вязать. Также по 2 столбика. И
И мы все это подтягиваем. Ну, вот сюда сошли, сделали соединительную и одну воздушную на подъем. Так. Итак, мы продолжаем. Мы обвязали нашу ракушечку по периметру всему столбиками без накида в разных комбинациях. И сейчас мы будем заниматься таким украшательством, как рачий шаг. Для этого мы используем маленькую хитрость. Мы меняем крючок на больший. Мы берем крючок номер 3,75. У нас есть одна воздушная петля на подъем. И входим через один столбик, то есть в третий, первый, второй. И вяжем наш рачий шаг, то есть через один столбик перешагивая. Зашли, накинули, провязали. Когда мы идем под 2 полупетли столбика справа, без накида, мы натягиваем нить. Когда мы поднимаемся наверх и вытягиваем нашу ниточку, мы ослабляем запястье. Крючок практически перпендикулярен. То есть за счет разницы натяжения у нас получается более аккуратный и точный рачий шаг. Таким образом мы будем обвязывать по всему периметру. Как раз вот сюда. Тут я все-таки сменю крючок, чтобы войти под самый первый полустолбик. Мы выполняем соединительный наш полустолбик. Отрезаем нить, вытягиваем, берем крючок меньшего размера и прячем хвостики. Получилась вот такая красивая наша лицевая часть ракушечки на основе блок столбиков. Сейчас будет самое интересное. Мы подпираем бусинки.
нейтральный вариант, сойдемся вот на этом. Итак, сейчас мы пришиваем нашу бусинку при помощи трикотажной иглы и продолжим вязать заднюю часть нашей заколочки. Итак, пришиваем нашу бусинку. Смотрим, что получилось. У нас получилась наша лицевая часть нашей будущей заколки. Смотрим. Чего-то не хватает. Угу. Наверное, не хватает задней части. То есть, как видим, она связана плотно, однотонно. Но тут есть тоже свои маленькие хитрости. Итак, у нас есть наша лицевая часть броши, поэтому нам необходим задник. Чтобы его связать, нам понадобится наша нить, то есть того же цвета красного. Это Yarn Jeans в одно сложение. Крючок номер 3. Итак, приступаем. Мы делаем волшебную петлю амигуруми и сквозь нее вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вводим крючок под полупетли первого столбика и тянем за хвостик нити. Так, у нас 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В дальнейшей работе нам понадобится маркер. У меня простая булавка английская. Итак, второй ряд мы будем вязать прибавками. То есть в каждое основание нашей петли, нашего столбика без накида, будет вязаться 2 столбика без накида. Итак, итого их будет 12. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Снимаем маркер, под него провязываем последние. 11 и 12 столбик. Так. Опять ставим маркер на последний столбик. Дальше, то есть третий ряд мы будем вязать очень просто. То есть столбик без накида и прибавка. То есть прибавка в каждый второй столбик без накида. Итак, первый, прибавка. Опять столбик, прибавка. И заканчиваем прибавкой.
Дело в том, что нашу заготовочку задник мы вяжем начинаем вязать на основе круга. Итак, следующий ряд мы будем вязать 2 столбика без накида, это 4-й ряд, и прибавка. То есть она будет в каждом третьем. Продолжаем. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Показатель правильности мы заканчиваем прибавкой в этом ряду. В 5-м ряду мы будем вязать 3 столбика без накида и прибавка. То есть она будет вязаться в каждый 4-й столбик без накида. Так, считаем. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. Заканчиваем ряд прибавкой. Дальше мы вяжем 4 столбика без накида, прибавка будет в каждом 5-м. Итак, 1, 2, 3, 4. И прибавка, то есть 2 столбика без накида в одно основание. И опять повторяем. 1, 2, 3, 4. 2 столбика в одно основание. Четвертый. Это мы вяжем 6-й ряд. И прибавка. То есть мы закончили вот здесь, повернули и поставили булавку вот примерно вот на стык с оранжевым. Еще одну соединительную, одну ВП на подъем и поворачиваем нашу деталь. Дальше мы будем вязать следующим образом. Мы вяжем 5 столбиков без накида и попробуем сделать прибавку в 6-й. То есть на подъем сюда во 2-й столбик под 2 полупетли также. Поехали считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, в 6-м мы делаем прибавку. Опять повторяем.
Дальше деталь она нам нужна. Ага, прибавку сделали. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да, в шестом делаем прибавку. Опять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В шестом делаем прибавку, чтобы деталь была ровной по поверхности, да? Вот откуда мы начали. Нам надо дойти. Угу. Еще первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В шестой мы делаем один столбик. Нет. Так, и один столбик соединительный. Воздушку на подъем поворачиваем. Нашу булавку ставим примерно вот сюда, вот до конца ряда. Итак, мы продолжаем вязать наш задник. То есть следующее, также вяжем столбиками без накида. Примерно в седьмом будем делать прибавку. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. А нет. Давайте вот сюда сделаем прибавочку еще. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Туда же прибавка. Итак, после этого мы вяжем еще примерно первый, второй, третий, четвертый. Ну, если мы посмотрим на нашу детальку. То есть постоянно, пожалуйста, прикладывайте деталь. И дальше будем... Петрович пришел. Давай, присаживайся. Отдай нитку. Петрович, я понимаю, что... Да, вот пришел Петрович, все, никуда не денешься. Мы продолжаем вязать. Повернули наше вязание. И вяжем примерно 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. А вот в 11 я бы сделала прибавку. Мы продолжаем вязать столбиками без накида. Смотрим, чтобы края детали не собирались. И останавливаемся за 3 столбика до булавки. То есть вот он, наша булавка. Первый, второй, третий. В
Входим в каждую вершину столбиков без накида 8-го ряда. Так, Петрович, отдай мне нитку, пожалуйста. Итак, мы будем использовать прием вязания как при тунисском вязании. То есть мы зашли, захватили нить, подняли на крючок. Первый, второй, третий. Так, значит, надо еще один столбик сделать. Сделаем так вот еще один столбик. И у нас получается первый, второй и входим под последний третий. Делаем накид и начинаем закрывать по 2 полупетли. Ну, таким образом наш центр сместился, наша высота, вот где мы начинали. Так, делаем воздушку на подъем, поворачиваем, прикладываем к задней части нашей изнанки лицевой. Смотрим, да, до какого этапа, до границы. Обычно это показатель примерно вот сюда, вот этот вот стык. Вот сюда. Схема вязания сейчас примерно такая же. Поставили булавочку на конец ряда, 1 ВП подъема и вяжем столбиками без накида в каждую вершину 9-го ряда. Прибавка может быть в 12-м столбике. То есть тут смотрите, чтобы ваше полотно не собиралось. Первое, второй, третий, четвертый, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, пауза. Итак, 1-й, 2-й, 3-й. Я связалась вот этот ряд без прибавок. Опять же, убираем булавку, закрываем последние 3 столбика, как в тунисском вязании делаем. Поднимаем все петли на крючок, делаем накид и закрываем по 2. Воздушка, поворот, прикладываем к нашей детальке, к задней стороне. Так. Угу. Ставим булавочку. Продолжаем вязать столбиками без накида. 2-й, 3-й. Остановимся также за 3 столбика до конца, до булавки. Итак, 1-й, 2-й, 3-й, 1-й, Петрович, аккуратней. Красота-то моя, пододвинься. 2-й, 3-й, воздушка на подъем, поворот. Прикладываем всю эту красоту к нашей детали. Так,
ставим маркер. Угу. Посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Здесь мы сделаем 2 столбика в конце. Одна воздушка на подъем, поворот, шаги. Булавочку на конец вязания, то есть сюда. Так, 5. А вот 6 и 7 мы закроем как в тонисском. Угу. Теперь сделаем воздушку на подъем, полустолбик, один полустолбик закрываем и столбик без накида. Так, у нас получилась наша задняя часть для нашей заколки. Ниточку. Петручу подай резак. Все, Петрович отдал резак. Нам понадобится трикотажная игла. Булавки. Нить в качестве нитевдевателя. Так. Что мы делаем дальше? Следующий этап, который нас ждет, это сшивание 2 частей, да?
То есть для начала мы прячем, мы определились, что вот так мы пришить никак не можем. То есть наша ракушка будет примерно вот такой формы, закрывашечка. Для этого мы опять же крючком меньшим протянули. Еще раз сделали один узелок для фиксации. Угу. Фиксируем нашу заколочку портновскими швейными булавочками. Да. Примерно таким способом. И вдеваем, берем трикотажную иглу и вдеваем ниточку в иголочку. Наш край нити. Нить оставила довольно-таки большой хвостик. Мне так удобнее. И начинаем пришивать нашу заколку. Использовать будем крайние вот эти вот полупетли двух столбиков. Итак, мы будем пришивать наши детали по периметру через край, используя полупетли столбика. Так, мы дошли до начала, делаем нашу петельку в конце ряда. Отстригаем, отрезаем нить,
Прячем нашу нить между детальками, двумя деталями по ходу движения крючком мелким. Угу. Так. Так. Итак, сейчас финальный этап. Мы пришиваем нашу заколочку. Наша красивая ракушечка. Так, смотрим. Повторяем действие с другой стороны. Отрезаем нить. Прячем хвостик между деталями. Убираем иголочку и смотрим, что получилось. Итак, 2 наши заколки готовы. То есть каждая получается разная, но общий принцип. Итак, желаю вам дальнейших успехов. Если будут вопросы, пишите.